Всем здравствуйте! Наконец-то данная орхидея дождалась моего внимания. Ее необходимо было, конечно, пересадить уже в ближайшее время. Но сделать этого я не могла по причине того, что была зима, а зимой лишний раз я растения не трогаю, и при тех условиях, которые были изначально холодно на подоконнике, потом вроде бы температурный режим я там наладила, но не стараюсь. Не стараюсь посадки какие-то совершать, а тем более у деточек в холодное время года. Я вам показывала эту орхидейку уже много раз. Это получается материнское растение. Она досталась мне вообще в наследство. Опять же, по причине того, что у нее не было точки роста. Я ее оставила себе, но нисколько не жалею. Это прекрасная орхидейка сорта Роттердам. Получается, вот смотрю по своему флажку, она у меня с 22, но я фитиловином ее пролечивала, с 22 мая находится у меня. Ну, это 10 месяцев, ну, может быть, даже 9,5. И орхидея сразу же начала наращивать эту деточку. И тоже раньше я ее отсадить не могла, потому что она была совсем малюсенькая, и корневая система у нее была также маленькая. И знаете, вот я вам всегда советую, чтобы корневая система была достаточно хорошая, развитая. Если у вас, допустим, корневая система менее 5 сантиметров, то лучше не трогать. И если 1-2 корень, не стоит. Я всегда как делаю? Я жду, когда 5 сантиметров и более, когда корневая система, ну, хотя бы от 3 штук. Тогда будет вообще идеальный вариант. Ну и самый вот хороший вариант, оптимальный для пересадки, это на данный момент. Но опять же, ребят, есть различные ситуации, по которым приходится, да, вот прям приходится соединять деточек преждевременно. Но это бывают ситуации, конечно, но крайне редко. В основе мы стараемся, если все нормально, с материнским растением выжидать именно вот в этого периода. И смотрю тоже по самому материнскому растению. Смотрите, ситуация у нее не очень-таки и хорошая. У нее гнилостный процесс на корневой системе. И, ребята, она же наращивает не одну, а 2 деточки. Вот у нее еще есть. Но снимать ее на данный момент не буду, потому что у этой деточки даже 1 листик. Их не 2. И она у меня тоже собиралась цвести. Сформировался здесь бутончик, я его специально отломила. Орхидея не успокаивается, она, видимо, еще один хочет наращивать цветонос. Если будет бутон, также буду его удалять. И почему вот я хожу, да, вот каждый день вокруг да около этой орхидеи. Ой, Лена, надо пересадить, каждый день надо пересадить, надо. Стала я замечать еще последние дни, что, видите, корневая система, она у нее есть, конечно, вот они активные корешочки, а некоторые корешочки она начинает именно деточка закукливать. Вот тоже закукленный корешок. Вот этот остается активным, а этот корень уже закуклился. То есть, знаете, ну, процентов 50 на 50. И если я сейчас дотяну до такого момента, что корневая система закуклится, деточке будет крайне сложно адаптироваться вообще к новому грунту. И тоже анализирую, думаю, а почему вообще случилась такая ситуация? Ты же росла хорошо. Сейчас тем более началась весна. Все оживает, а у тебя вот так. А все лишь потому, что, ребят, видите, орхидейка, ну, возможно. Это и я вот вам вот в этом видео уже сказала, по каким причинам орхидейки могут цвести, а могут и не цвести. Может она и отправиться в орхарай по причине того, что гнилостная корневая, единственные корни, которые есть, это вот эти вот хорошие. И перед тем, как им отправиться в орхарай, бывает такое, что они начинают давать свое последнее цветение. И вы представляете, сколько сил необходимо самому материнскому растению. Она хочет дать цветение, она нарастила эту замечательную деточку, наращивает еще одну деточку. Представляете, какая нагрузка садится на саму орхидейку. Поэтому я сейчас постараюсь, конечно, продлить ей жизнь, чтобы она вот эту вот деточку хотя бы еще немножко смогла вытянуть. Это понятно, что она уже взросленькая, и очень много она забирает сил именно у мамки. Поэтому хватит данного клеща
содержать здесь. Давайте дадим ей уже новую жизнь в своей новой посадке, в своем новом грунте, и пусть уже от мамки отсоединяется. Я ее буду отсюда немножко, вот материнское растение вытащу, я не буду потрошить ни в коем случае. Эта деточка, она находится на поверхности, чтобы мне не нарушить как-то вот именно корневую систему у детки, я вот просто вытащу стакан и назад потом ее уберу. А сейчас, конечно, на данный момент мне нужно именно отсоединить деточку. И, конечно же, постараться ничего здесь лишнего не резануть. Хотя это бывает крайне сложным оставить корневую систему. Так, подлезть мне нужно с какой вот, ну вот вижу, что вот с этой стороны, возможно, вот здесь вот корешочек, который у нее растет, я его сейчас и затрону. Ну ладно, уж один-то корень не беда. Постараюсь, конечно, максимально все сохранить и вот в этом месте подлезть. И аккуратно смотрю со всех сторон. Вот, все. Ну дай бог, постаралась максимально ничего здесь не навредить никому из них. Давайте сразу же к материнскому растению обратимся. Вот так у нее именно вот это место, где деточка, откуда она росла, начал формироваться столик. Вот этот корешочек я сразу деточкин сниму. Все. И вот это место и место среза у самой детки я сейчас буду обрабатывать биологическим препаратом. У меня вот такой вот есть бактофит, который содержит субтилиус бациллус. На данный момент при вот эти вот места среза их нужно обязательно прикрыть, чтобы никакая зараза туда не попала. Но брать такие сильные фунгициды, как Максим, либо фундазол, я не буду. Смысла в этом здесь нет, лечить нам здесь ничего не нужно. Нам нужно просто прикрыть. И вот так вот в виде порошка, можно даже пальчиком, можно кисточкой, как вам угодно. Вот так прикрыла, присыпала. Сразу же материнское растение, ничего с ней не делаю. Я просто назад устанавливаю. Буду ожидать, что в ближайшее время она мне нарастит вот эту детку. Знаете, я еще склоняюсь к тому, что она вот, орхидея, решила вот эти почки использовать в качестве цветения. Я ей сейчас прям цветонос удалю. Я бы его оставила. Но, ребят, ситуация, видите, какая? Корневая гниль вот идет, она не останавливается. Я так, в полив я ей давала фитоловин, но, возможно, я ей дам и привикур. Если бы была хорошая, нормальная корневая, то цветонос бы я оставила. И пусть бы дальше. Она, видите, как переключается. Ей цветонос убираю, на другой наращивает. Думаю, ладно, ты мне вот эту вот деточку нарасти, и больше от тебя уже ничего не требуется. Далее переходим именно к самой деточке. Вот у меня есть вот такой кусочек, скажем, именно бактофита. И вот так прям промазываю все хорошенько. У вас, ребят, обязательно в аптечке должны быть и биологические препараты, и сильные какие-то фунгициды. Прям необходимо. Вот видите, ситуации бывают разные. Бывает ситуация, когда необходимо лечить, а бывает ситуация, когда нужно просто прикрыть и просто профилактировать. И смотрите, ребят, вот у нее местами начали портиться корешочки. Я вот эти два, вот сегодня я их заметила и думаю, ну все, Лен, уже хватит тянуть на самом деле. И видишь, что корневая у нее что-то неладно. Так, давайте я ее отрежу. Вот, а как я ее режу? Вот она, видно, испорченная часть. А далее вот здесь вот идет зеленая. Я захватываю, даже здесь еще маленько подрежу, захватывая со здоровой тканью, отстригаю, чтобы этот гнилостный процесс, который он идет, он остался вот здесь вот. А ничего уже в корень не ушло. И корешочки сейчас нормальные, хорошие. Обязательно
тоже прикрываю их бактофитом. Я вот никогда не оставляю просто так вот срезов, места срезов. Я их обязательно чем-то прикрываю. Потому что это открытая рана, как у нас тоже, да? Не дай бог какая-то бацилла попадет, у нас начнет гнить. И у орхидей то же самое. Я обязательно все прикрываю. Такая прекрасная, замечательная орхидейка. Но знаете, наверное, где-то в возрасте 8 месяцев. Примерно где-то так. Достаточно корневая система, то есть их нормальное количество и длина она тоже соответствует. Обязательно теперь я ее оставляю прямо здесь до полной просушки. Сейчас у меня время позднее, вечернее. И как раз вот я решила специально вечером это сделать, чтобы мне уже утром на следующий день орхидейку пересадить. Это нужно для того, чтобы вот эти места среза, они обязательно подсохли. Ни в коем случае нельзя вот такой вот свежесрезанный ствол тут же здесь и сейчас уводить в посадку, иначе начнутся гнилостные процессы, и орхидейка может погибнуть. Ну все, оставляем, получается, на 12 часов на просушку. И далее орхидеечка будет обретать свое новое жилье. Прошло, ребят, у меня 1,5 суток. Раньше посадить орхидейку не было возможности. Но и зато за это время она хорошенечко подсохла. Все нормально, как видите, здоровая. Теперь, конечно же, пересадка. И необходимо подобрать правильный объем. Так, у меня это стаканчик одноразовый, 500 миллилитровый. Можно было бы, по идее, подобрать что-то с наименьшим объемом, но у меня таких стаканчиков и нет. Потому что, видите, корневая система, она длинная. А, нет, ребят, я совсем забыла, что у меня есть вот такие стаканчики. Диаметр у них 9. Вот здесь будет в самый раз. Немножечко корень подзагнется, но ничего страшного. Для наилучшей и быстрой адаптации, чем меньше объем именно в горшке мы им даем, тем они быстрее и лучше адаптируются. Ну и в дальнейшем, конечно, начинают цвести. На дно я укладываю, люблю укладывать именно кокосовое волокно. Приобретайте, ребят, пока в наличии есть. Возможно, даже и последний, не знаю, что уж там дальше будет. Препараты сейчас уже не продают, так что неизвестно, что будет дальше. Так, и я выбрала, конечно же, для нее орхиату мелкофаций. Тоже осталось буквально совсем чуть-чуть, и у поставщиков их нету, потому что это Новая Зеландия. Насколько мы знаем, границы все поперекрыты. Во что будем дальше высаживать? Я не знаю. Обычной корой пользоваться не хотелось бы. На дно укладываю орхиату. Почему я выбрала мелкую? Потому что она идеальна именно для деток и для реанимационных орхидей. Это фракция, ну не средняя, это меньше среднего. И усаживаю сюда аккуратненько орхидеечку. Я вижу, что мне много кокосового волокна. Я его буду немножко убирать. Вот столько будет достаточно. Вы можете, я вообще в обычную посадку никогда не укладывала раньше ничего, но как только у меня появилось кокосовое волокно, я стала его укладывать. А можно ничего не делать. Если это не закрытая система, то можно обойтись и так. Корешочки у меня упираются. Не хотят, значит, я вообще орхиату отсюда уберу, чтобы мне объем не занимать. Именно мне нужно корневую в первую очередь хорошо, красиво усадить. И вот так, да, орхиата, она мне здесь мешала. И вот так усаживаю орхидеечку. Я всегда хорошие орхидейки здоровые люблю усаживать по стенкам горшка, чтобы именно сама шейка вот так виднелась. И, ребят, не забываем о том, что эта орхидейка, она, два ее корня росли и были в грунте. Она видела грунт, но основа ее корней воздушная. Поэтому в будущем при поливе нам нужно быть крайне аккуратным. Нужно постараться, чтобы корневая не загноилась. Но, деточки, и быстрая их адаптация хорошо проходит именно в мху. И грунт ранее у материнского растения это был именно сам мох.
Я вообще орхидейку поливать не собираюсь, потом позже объясню почему. Я сделаю, как обычно, именно мох замочу в растворе с Редифармом. Редифарм – это антистрессовый препарат, который также у меня чуть-чуть в наличии осталось, так скажем, последнее. И немножечко его укладываю. Это сухой мох, который я заморозила. Ну, вроде бы в посадках нормально, но, по крайней мере, не прорастает. Я вообще привыкла орхидейки усаживать именно слоями. Я никогда грунты сразу же при посадке не миксую, потому что бывает так, что остается, и этот грунт, он не всегда, именно компоновка грунта подходит к каким-то другим орхидейкам. Я просто вот так тут взяла, там взяла, тут положила, там положила, и нормально все. Далее опять орхиата. И обязательно, если вы, ребят, пересаживаете орхидеи азиатские, вы прекрасно знаете, что они растут в мху, то и в посадке мох должен присутствовать. Это очень влагоемкий субстрат, к которому именно привыкли азиатские орхидейки. И сюда тоже немножечко, для того, чтобы удерживалась влага, я добавлю циафлору, которую вы также можете приобрести у меня. Вот так быстренько, изумительно. Мне кажется, орхидейке должно понравиться. Я ее усадила. Она не болтается, здесь держится хорошо. И сверху можно также уложить ей мох. И у меня есть в наличии мох сухой, красивый, с длинными прекрасными волокнами, которого осталось тоже совсем чуть-чуть. Все осталось по чуть-чуть, и закупить уже возможности нет. Кто-то не продает, у кого-то нет в наличии. И когда это все закончится, во что я буду пересаживать, во что мы будем пересаживать орхидейки, я не знаю. Нужно будет сейчас искать, что-то находить. И опять же укладываю мох, стараюсь так, чтобы он не касался шеи, чтобы предотвратить какие-то гнилостные процессы. Вот такая, ребят, красота у меня получилась. Я это, конечно, все потом в будущем уберу здесь. Но, в общем, сама посадка, она выглядит вот так. Обязательно индикаторы нашего роста, вот они, должны быть у стенок горшка, чтобы мы видели вообще процесс, как они будут развиваться и расти в дальнейшем. Поставлю ее в будущем на поддончик. И на данный момент я хотела прямо сейчас и при вас сделать орхидейки первый полив, потому что у нее стволик достаточно хорошо просох, ну и в принципе все было нормально. Но пока я искала стаканы, пока в один, пока в другой, посмотрите, произошел надлом вот корня, надлом, и вот у этого тоже есть. И для того, чтобы вот эти места хорошенечко подсохли, чтобы сюда не попала никакая зараза, мне нужно будет эти места просушить. Еще, наверное, буквально сутки я вот тоже загляну в горшочек и посмотрю. Если это затянулось, то есть они не вот такие зеленые, а серые, я тогда сделаю орхидейки первый пролив. Именно так же с антистрессовым препаратом. Если у вас Редифарма нет, ребят, я вам его советую приобрести. Он у меня на остатке прям остается. И если нет Редифарма, используйте какие-то свои препараты, но он обязательно должен присутствовать. Обычно водичка можно, конечно, полить, но она намного дольше будет адаптироваться. И чтобы этот процесс ускорить, я 3 полива буду использовать с Редифармом методом пролива. Буду проливать верхний слой мха. Далее вижу, что увлажнился именно вот этот слой мха.
Все. Никаких на данный момент погружений у меня не будет, ровно до тех пор, пока я не увижу, что идет рост корневой системы. Когда она здесь уже адаптируется, когда новые корешочки нарастит, только лишь потом. Сейчас, как я ранее сказала, моя главная задача здесь орхидейку не загноить. А чтобы не загноить, это, конечно, должен быть правильный полив. Ребят, также у кого-то может возникнуть такой вопрос, что не засушу ли я орхидею, ведь она 1,5 суток пролежала на поверхности на столе. Еще сутки она будет подсушивать вот эти вот корешочки. Конечно, за 2,5 суток, но знаете, ребят, ну невозможно прям орхидею за это время вот сильно конкретно засушить, сильно конкретно вот прям убить ее. Нет. И вы сами видели, что я мох сюда уложила не просто так влажно. Можно было взять сухой, но именно влажный. А все лишь для того, что вот эти вот корешочки, которые здесь у орхидейки есть, на них лежит мох. Вот отсюда в первое время орхидейка будет брать ту самую влагу, которая необходима. Вот здесь тоже корешочек, и все. И этого хватит. Ну, буквально за сутки до полива с ней ничего не случится. Да даже если, ну, если она сейчас на данный момент очень сильно хочет пить, она из увлажненного мха с раствором радифарма будет брать отсюда влагу. Так что за это время ничто с ней не случится, и орхидея не должна погибнуть. Ставлю ее на прежнее окно, там, где она ранее стояла на кухне. Ну и все. И поливаю, больше ничего не делаю. Освещение, конечно же. Полив будет у меня происходить ровно тогда, вот прям конкретно, что сказать, да, через 7 дней. Через 10. Я такого не могу. Я всегда говорю, полив у каждой орхидеи, он индивидуальный. Вот как я замечу, что именно уровень маха, вот этот слой, ну он в середине находится, просохнет, только тогда я начну орхидейку еще раз проливать. Ну и также цеофлора, она тоже где-то в этом уровне в серединном находится. Цеофлора подсохла, мох подсох, только тогда я ее буду проливать, 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 пока не нарастит новые корни. А там уже можно будет ее и погружать. Ну что, ребят, пожелайте этой орхидейке скорейшего восстановления. Пусть побыстрее адаптируется. Всем всего самого доброго. Всем пока.